О, вижу. Я нас вижу. Ну что, теперь еще раз привет. Приветствую. Я рада видеть своих друзей, которые Взаимно. меня забывают или не забывают, я не знаю. Ну, надо чаще встречаться. А то у Ну нас вот я раз и в год получается все. предлагаю чаще встречаться, но меня ограничивают во времени. Как же так? Ну, получается так вот как-то. Давайте начинать. Давайте, Константин, значит, такой вопрос. Во-первых, мы приветствуем всех наших зрителей. Они у нас тут и из Одессы, и из Казахстана, из США, Канады и так далее и тому подобное. Поэтому нас слушают, смотрят. Воронеж, вон, кто только, кого только нет. Мгм. Во-первых, я вас приветствую и хотел поговорить вот о чем. Что-то странное происходит в мире в геополитическом аспекте. Ирано-израильский конфликт у нас, значит, нарисовался. В России вообще вот недавно была трагедия в Крокус-Сити в день Пурим, между прочим. Сейчас идет и затопление городов. Сегодня вообще в Курске поднялась вода. В результате, кстати, затопления, она радиоактивная. И весь этот мировой экстрим уже подмечено, что начинается в канун иудейских праздников, в данном случае в канун праздника Пурим. Что происходит? Давайте вот разберемся. Ваша точка зрения на геополитический, в первую очередь, конфликт Ирана и Израиля. Что это? Действительно ли витает признаки Третьей мировой или все-таки это Пурим продолжается? Вот ваше мнение. Давайте все-таки отделим, как говорят, мух от котлет. Ну, Значит, давайте. Пока давайте, отдельно. давайте отделим. Есть природные явления, есть явления, созданные человеком. Вот природное явление, затопление там вот по России идет везде. Оно было прогнозируемо. Тут не нужно было быть провидцем или Угу. астрологом, или еще кем-нибудь там, не знаю, ясновидящим, чтобы, наблюдая, сколько снега выпало, вот скажем, только в Москве и Подмосковье, что будет такие потопы. То есть эта зима по объему выпавшего снега в России беспрецедент, наверное, за полвека. Поэтому, естественно, когда началось бурное таяние снегов, льдов, накопившихся за зиму, то реки вышли из берегов. Это вполне нормально. Тоже там какие-то могильники размыло потоками воды. Это тоже вполне ожидаемо. Это тут вопрос к тому, что, так сказать, наши ответственные министерства, прежде всего Министерство по чрезвычайным ситуациям, должно заниматься вопросами эвакуации населения, защиты населения от подобных явлений. И должно было прогнозировать. Эвакуация – это уже следствие, Константин. Нужно раньше всегда думать. Еще раз я говорю, что защиту населения, то есть там создание дамб, укрепления и так далее, должно было готовиться еще зимой, когда было понятно, что вот подобные явления будут происходить. Это было очевидно. Поэтому вот эти события я к Пуриму относить никак не буду. Вот это здесь ни при чем. Ну, Что хорошо. что касается рукотворных дел, вот тут можно искать какие-то связи. Значит, что я могу сказать на эту тему? Ну, известно хорошо, что люди мистически настроенные всегда пытаются те или иные свои действия привязывать к каким-то сакральным датам. Это вот хорошо известно. Вот. Откуда это идет и почему это происходит? Ну, для того, чтобы понять, что вообще в мире происходит, вот здесь мы говорим о геополитике, о политике, и почему привязываться к тем или иным датам, нужно разобраться, что в принципе в мире сейчас вообще происходит и в чем сущность исторического момента. Но если говорить о сущности исторического момента, то мы должны зафиксировать очень простой факт. То, что хорошо известно всем, что состоялся переход от индустриального общества к информационному, постиндустриальному обществу. А что означает этот переход?
А этот переход означает не что иное, как создание угрозы элитам, господствовавшим в индустриальном обществе. Ведь как происходил переход к буржуазному миру, который сопровождался крушением феодальных элит? Через революции, когда феодальные элиты ушли в историю, а их место заняла класс новой буржуазии, капиталисты. Но это капиталисты, это класс, господствующий класс индустриального общества. Мы переходим в новый информационный мир. В этом информационном мире другие элиты властвуют. А вот эти вот элиты, классические банкиры, классические воротилы бизнеса, они, по идее, должны отойти на второй план. Причем проблема состоит в том, что вот эти новые элиты информационного общества, они уже сейчас реально контролируют действия вот этих вот старых индустриальных элит через так называемые большие базы данных, через программы искусственного интеллекта и многое другое. Ведь они же, эти элиты, формируют вот весь программный продукт, всю эту информационную среду, а на этой информационной среде сидят все вот эти старые элиты, которые на этом основании принимают решения, поэтому они становятся ненужными. И эти элиты не могут не быть, не пытаться каким-то образом сохранить свое доминирование в мире. Это вот один аспект. Ну, то Другой есть вы аспект, хотите сказать, что это борьба элит, да? это один из аспектов. Второй аспект, который я хочу подчеркнуть, состоит в том, что на мировом уровне, на фоне дебильной и абсолютно непродуманной глобализации 90-х годов, резко поднялись страны Юго-Восточной Азии, которые ранее считались колониальными. И эти страны поставили под сомнение способность Запада продолжать господствовать над миром. А когда еще и Россия вышла из-под контроля западных сил, то господство Запада над миром оказалось под очень большой проблемой. А ведь посмотрите историю. Вот если обратиться там к началу 20 века, ну, кто, кроме Запада, я имею в виду объединенного Запада, вот в целом западной цивилизации, господствовал над миром? Никто. Западная цивилизация уже тогда, в начале 20 века, имела монополярный мир, за исключением России. Да, там внутри западной цивилизации шли драки. Шли драки между немцами, англичанами, французами, делили колонии там туда-сюда. Но господство западной цивилизации в целом никто не посягал. Ни Ну, африканцы. смотрите, мы уже об этом с вами разговаривали как-то. Я немножко уже начала смотреть по-другому. Меня в данном случае интересует ирано-израильский конфликт. Вот мне... Подождите, вы не торопитесь дальше. Давайте закончим. Я же говорю, что ирано-израильский конфликт, он имеет геополитические корни. И это надо хорошо понять, почему это такие корни. Да, вот мне... Почему идет речь про Пурим и про все остальное. Вот, я продолжаю. И те элиты, которые господствуют над миром, используя западную цивилизацию как инструмент, опираясь на которую, они тоже оказываются под ударом, потому что под угрозой стоит само господство этих элит через господство, когда ставится под сомнение господство Запада. Поэтому они не могут не пытаться сохранить свое господство. И сделать это можно, опять-таки, единственным возможным путем. Я уж не стану вдаваться в подробности, потому что вы торопитесь. Я поэтому продолжаю. Единственным путем взять под контроль Россию. Если они не могут взять под контроль Россию, то никаких шансов на сохранение господства в мире нет. А это означает их крах, полный и окончательный. Ну и последнее. На фоне всех этих вещей вырастает новый движущая сила, как говорил Ленин, революции, революционная сила, движущий революционный класс.
Но я называю это класс социальных преобразований. Это интеллектуальный пролетариат. Вот комплекс этих факторов заставляет воротил нынешнего мира торопиться. И временем осталось немного, они сами называют это 30-й год. В условиях попытки разгромить Россию, когда им не удалось это сделать, когда стало очевидно, что это блицкриг, гибридный блицкриг против России провалился, это конец 23-го года, уже в сентябре стало понятно, там начала царить паника. И, как всегда в таких случаях бывает, мистически ориентированные элиты начинают искать пути решения этой проблемы не через какие-то материальные вещи, потому что в материальных вещах они не видят, как это сделать, а пытаются привлечь мистические силы, мистические, так сказать, артефакты какие-то. Мы с вами говорили, помните, в 2021 году, и я напомню, между прочим, многие зрители нас не смотрели, помните, мы обсуждали с вами баннер. Вот этот баннер, который удары сил, комбат, который зовет на войну, да? И мы с вами проанализировали вот этот баннер и Россия на войну. Помните наш ролик? Неважно, вот, я просто хочу закончить. Причем здесь Россия на войну, это отдельная статья. Так вот, я продолжаю, мистическое. Так вот, значит, те силы, которые составляют ядро вот этих глобальных сил, они очень серьезно замешаны на мистике. Они твердо уверены в том, что им предписано, предначертано свыше сохранить господство над миром. И его получить, больше того, укрепить, установить свое абсолютное господство над миром, олицетворением которого должен быть такая фигура, которая хорошо известна нас. Машиах. Наконец-то мы дошли до Машиаха. Да, и вот этот Машиах, я просто объясняю, что вот это не связано с какой-то такой мистической основой реальных действий. Это у них в мозгах мистика сидит. Это у них в мозгах существует твердое убеждение, что Машиах их спасет. Спасет их власть. И не просто спасет, а и расширит до планетарного масштаба их власть. И в конце апреля они... Подождите, давайте не перебивайте меня. И в этих условиях, значит, необходимо поторопить, активировать вот эти вот мистические силы. Значит, наиболее четким и наиболее сильным ходом в активации этих мистических сил, по всей видимости, является представление о необходимости срочной постройки третьего храма Соломона. Так. Но строительство третьего храма Соломона невозможно, пока не будет устранена мечеть Аль-Акса. Это мы знаем. Все зрители это знают. Прекрасно. И вот тогда возникает вопрос, как это сделать технически. Попытки сделать это технически предпринимались давно. Одна из причин смерти Ясера Арафата было то, что он отказался подписывать документ, согласующий вот эти действия по перемещению. Ее не взрывать хотели, а просто перемещать. Даже была гарантия, что будет несуверенное, независимое, значит, палестинское государство. Главное, позвольте это сделать. Он не стал этого делать. А теперь ситуация поджимает. И вот в этих условиях что надо делать? Надо в первую очередь решать окончательно главный вопрос – палестинский вопрос. Решением палестинского вопроса разрешается полностью окончательная проблема Иерусалима, а значит и мечети Аль-Акса и третьего храма Соломона. Что надо сделать, чтобы получить право жестко и беспощадно действовать против палестинцев? Нужна провокация.
Такая же провокация, как 11 сентября 2001 года, прошу прощения, оговорился, чтобы оправдать удар по Афганистану и Ирану, и Ираку. Но это провокация 1 апреля была в Дамаске, да? Нет, Когда провокация была не 1 апреля, а 7 октября, когда Хамас атаковал Израиль. Потому что подготовить такую тщательно такую акцию, тщательно организованную, и при этом плюс так тщательно организованное бездействие Цахала и израильских спецслужб могли только сами спецслужбы. Что и было сделано. После чего началось варварское изгнание палестинцев из сектора Газа с уничтожением, в том числе, кстати, вещей, которые внесены в список ЮНЕСКО. Там у нас называлось, значит, что по данным ЮНЕСКО до 109 объектов, это данные были на, по-моему, ноябрь прошлого года, 109 объектов наследия человеческого, общего человечества там, которым по несколько тысяч лет были уничтожены в рамках вот этих бомбардировок. Вот и все. Теперь дальше что? Начали они эту операцию. Но самое интересное состояло в том, что, несмотря на абсолютное военно-техническое превосходство Израиля, решить проблему борьбы с Хамасом не получается. Потому что там дело сводится к необходимости ведения боевых действий не в поле с открытым противником, а под землей, в туннелях, где хамасовцы хорошо знают все, намного лучше, чем израильтяне. И эта битва забуксовала. А на этом фоне начало началось подниматься протестное движение со всех других стран арабского мира в том числе. Что делать Израилю? Израилю нужно подтянуть дополнительно другие силы. Как подтянуть другие силы, например, тот же США, если они не хотят этого делать? Значит, надо спровоцировать атаку на Израиль со стороны каких-то противников сильных США. Таким противником США является на этом регионе Иран. Тем более, что Иран является из покровителей Хезболлы, которая сдерживает значительные силы израильской армии на северном фланге Израиля и не позволяет их использовать против. Но Израиль там действует не один. Израиль действует вместе со своими союзниками США и Англией. Об этом явно говорит Равин Финкель. Нет, значит, США как раз там не действуют. Мало действует. Они недостаточным количеством поставляют и боеприпасы, и много чего не поставляют. Когда была беспрецедентная атака Ирана на Израиль, между прочим, Израиль вообще не пострадал 14 апреля в ночь. Вот вы торопитесь. Поэтому что оставалось сделать? Сделать провокацию. Этой провокацией стал вот этот удар по Дамаску с убийством вот этих вот офицеров. Как-то существенно повлиять на деятельность Хезболлы это не могло. Вот. А вот спровоцировать на ответный удар Ирана, да. И Иран ответил. В этих условиях штатникам, британцам и британцам ничего другого не оставалось, как принимать участие в отражении такого мощного удара. Но надо заметить, что удар был нанесен Ираном с восточной мудростью. То есть, как это ни парадоксально, удар был настолько точно выверен, что человеческих жертв со стороны Израиля практически не было. Но при этом Иран сумел продемонстрировать Израилю, что он способен уничтожить израильский ядерный центр в пустыне Негев, центр Димон. Вот. Так, что было все-таки пострадало что-то, да? Даже военные базы, говорят, не пострадали. Пострадали посадочные полосы на аэродромах. И это важно. То есть сами аэродромы вроде как не пострадали, потому что там не было ударов ни по центрам управления, ни по воздушным движениям управления, ни по, значит, капонирам, где расположены самолеты, где там могли быть люди. Удар был понесен в воздушно-посадочным полосам. Эти полосы сделаны из очень толстого бетона, железобетона. Пример такого же, как у этого самого центра
ядерного центра в Нигер. И эти ракеты, достигшие вот этого вот бетона, проломили его, оставили большие воронки, продемонстрировав Израилю то, что центр Нигев, вернее, центр Димон может быть уничтожен. А жертв не было. Был уничтожен разведцентр, расположенный у границы там Сирии, здание, точно Израильский. Да, израильский, высокоточным ударом. Там тоже обошлось без жертв, поскольку оттуда, видимо, израильтяне избежали ранее, потому что Иран оповестил о подготовке удара по этому центру. Таким образом, было продемонстрировано и возможность высокоточного удара, и возможность разрушения бетонных сооружений высокоточным ударом. При этом Иран вот таким образом организованной атакой вскрыл всю систему ПВО и ПроИзраиля до деталей, подробнейшим образом. Теперь ему это все понятно. Дальше он, кстати, выяснил и слабые места, выяснил, что ракеты, идущие по квазибаллистической траектории, которые принято называть гиперзвуковым оружием, для израильских систем ПВО и ПРО неуязвимы. Вот как раз эти ракеты ударили по центру, и по вот этим самым взлетно-посадочным полосам. А можно я задам вопрос, Константин? А вот что вы скажете, что вот Финкель Равин, да, который занимается геополитикой, в своем телеграм-канале буквально накануне, наверное, вчера, да, написал: мы спровоцировали Иран на ответ, который он сделал, чтобы не потерять лицо. Мы узнали о реальной силе противника и его лучшем оружии. А теперь Пурим-шпиль начинается. Занимайте места поудобнее и смотрите, как мы будем мстить. Мы сделали все тихо. Многие говорят, что именно мы бомбили. Где бомбили, с какой силой, это не важно. Пусть спорят. Важно другое. Господин Лавров, министр иностранных дел России, уже позвонил нам и попросил не бить больше Иран, заверив нас, что Иран нам больше не ответит. О силе нашего удара теперь судите сами. Напоследок скажу, пишет Равин Финкель, занавес не опустился в этом Пурим-шпиле. Аман будет повешен. А Аман, кстати, это собирательный образ Ирана и персидского народа. Ну вот так что? Ничего нового. Ну что? Но он написал этот Равин. А президент США Байден тоже обратился к Израилю с просьбой не наносить больше ударов. Ну и что? И наш министр иностранных дел Лавров тоже попросил, не обращал. В этом плане мы солидарны, даже с Соединенными Штатами. Да, потому что дальнейшая эскалация может привести к серьезным последствиям. Можно, конечно, размахивать сколько угодно раввинской шапкой, но дело заключается в том, что есть объективные вещи, которые далеки от мистики, которые надо учитывать. А цели все очень простые. Если удар нанесен будет Ираном по центру Димон и будет разрушен этот реактор, то в этом регионе, в Израиле, возникнет новый Чернобыль. Что такое новый Чернобыль для Израиля? Страной, площадь которой чуть больше 20 тысяч километров. Это полная вся территория становится непригодной для жизни. Конечно, вы там можете остаться жить за пределы зоны отселения, которая займет где-то примерно 50% территории Израиля. Но в той зоне, за пределами зоны отселения, там тоже будет высокий уровень радиации. Да, мне кажется, вот в этом приближении или в ожидании Машиаха их уже ничего не остановить, мне кажется, такое впечатление. Так вот, речь идет о том, что вот эти моменты больше всего тревожат как раз американцев, и нас, естественно. Потому что у Ирана тоже есть ядерные объекты, но ядерные объекты Ирана находятся в скальных укрытиях. И для того, чтобы пробить эти скальные укрытия, Израилю придется применить ядерное оружие. И мы, и американцы категорически не хотим этого. А вот, значит, религиозные фанатики по типу этого раввина на такое могут толкнуть. Важный еще один момент. Секундочку. Да, кстати, и на чьей стороне Россия? Мне так вот и непонятно, кстати, Константин. 10 апреля в одной из иранских газет, близких
правительства была опубликована статья о том, что Россия и Сирия помогают Израилю в ликвидации офицеров революционной гвардии, вытеснении Ирана из Сирии. Насколько это вот так? Значит, я на эту тему могу сказать следующее по поводу вот этих газет и всего остальной чепухи. Значит, в Китае тоже пишут некоторые деятели о том, что нам нужно забрать в России все до Урала. Другие пишут, что Китай не имеет никаких перспектив на сотрудничество с Россией, и что Россия для Китая всегда являлась и была врагом. Это китайцы пишут. У нас пишут постоянно, что вот Китай, значит, там занимает чего-то, где-то там пишет, разыгрывает китайский жупел. Значит, враги есть всегда. Поэтому и в том числе в Иране, которые готовы были бы разрушить российско-иранские отношения, как и вот отдельные деятели, китайские профессора, живущие в Лондоне, стремятся разрушить российско-китайские отношения. Или наша пятая колонна, сидящая в России, в том числе в Москве, всякие профессуришки, по-другому сказать, не профессоришки поганые. Мы которые, знаем. да, Мединский которые, с Запутским, который до сих пор вот это самое, например, да, вот я... которые продолжают, пытаются расколоть российско-китайские отношения, они тоже есть. Это надо понимать, они всегда есть, это надо признавать. Вот. В свое время, в 20 веке, с ними решали просто тройка и свинцовая таблетка в голову. И нормально. Вот. Сейчас по-другому решается, А мягче. сейчас вообще никак не решается. Да, но сейчас катится дело к тому, что скорее допрыгается до того, что будет и технология 20 века к ней применена. Вот, потому что время идет к тому, что... Константин, я уже не верю. Мы с вами 2 или 3 года назад тоже говорили, что якобы есть у нас такие закулисные патриоты, которые решают вопросы, но что-то эти... Вот видите, Светлана, вы перешли в другую уже сферу. Вот, Да, ну но... хорошо, давайте вернемся. Все-таки Россия, на ваш взгляд, на чьей стороне? А про патриотов мы сейчас поговорим. Поэтому Россия, безусловно, на стороне Ирана. Безусловно, Иран. да. Но Россия однозначно не желает того, чтобы, как, кстати, Штат, что там начался ирано-израильский конфликт. Категорически не желает. А вот Израилю нужно этот конфликт разжигать. Поэтому Израиль, насколько известно, ну не знаю, прошла такая информация, пробежалась такая. Потом, правда, я не видел больше подтверждений. Дня 2 тому назад якобы Иран нанес таки удар по Ирану в районе Исфахана, был, значит, удар по аэродрому. Вот. Непонятно только был удар, то ли это был ракетный удар, то ли это был удар, диверсия какая-то, был там взрыв, вот. 1 человек погиб, 8 ранено, вот такая информация прошла. Пока со стороны Ирана тоже никаких реакций на эту тему нет. Но так или иначе, вот этот процесс сейчас находится вот в таком неопределенном состоянии. Но вот эти деятели, они, конечно, еще религиозные фанатики, вот эту проблему решать будут. Потому что на фоне вот этих вот обменов ударами они могут получить возможность снести эту мечеть, обвинив в этом Иран, что якобы туда упала иранская ракета. Это вполне такое может быть. Поэтому вот это событие сейчас там очень сложные идут. И они под собой имеют отнюдь не какую-то там подоплеку, связанную с тем, что, так сказать, палестинцы вдруг ни с того ни с сего активируются или еще что-то. Нет. В этом всем подоплека лежит сугубо геополитическая и сугубо мистическая, потому что проваливается план глобальных сил. Вот в чем проблема. И они понимают... А в чем проваливается план глобальных сил? Я не вижу провала. Не знаю, в чем провал западных глобальных сил. Да это опять придется немножко вернуться в прошлое. Помните 11 сентября 2001 года? Там же уши торчали со всех сторон, уши американских, британских и израильских спецслужб в организации этого теракта. Для того, чтобы оправдать вторжение в Ирак и в Афганистан. Почему нужно было вторгаться в Ирак и в Афганистан? Потому что Ирак – это был первый стартап, как говорят. Вот и Афганистан – стартап. Иран – стартап
для того, Ирак стартап для того, чтобы взять под надежный контроль ресурсы Ближнего Востока, посадить там свое правительство и затем, значит, контролировать ближайшие страны и за счет этого управлять развитием Китая, потому что было всем понятно, что с Китаем уже не справятся американцы, экономически не справятся. И нужно было только лишь управлять крантиком нефтяным, чтобы задушить развитие Китая и развернуть его против России. Вот. Афганистан, он очень важен с точки зрения плацдарма удара, опять-таки, по России, и с другой стороны, очень важен как коммуникация, связывающая Европу южную с Китаем тем же самым, по которым как раз уже тогда Китай провозгласил создание так называемого Великого Шелкового пути. Вот у них все это провалилось с оглушительным треском. Потом провалилась арабская весна, тоже прошла по единому сценарию, все то же самое провалилось. То есть были использованы два инструмента – грубая и мягкая сила, и они обе показали неэффективность. У Штатов остался фактически, точнее у Штатов, прошу прощения, а у глобалистов остался единственный инструмент – это ядерный шантаж. Поскольку идеологически они себя дискредитировали уже полностью к тому времени. Но препятствием ядерному шантажу в отношении всего мира была единственная страна – это Россия. Поскольку только Россия обладала и обладает до сих пор потенциалом, способным уничтожить всю западную цивилизацию вместе со всеми этими глобалистами. А раз так, то единственным условием, которое позволит Западу, вернее, прошу прощения, глобалистам, установить свой мировой контроль, является взятие России под контроль. Вот вся подоплека всего этого дела. Как взять Россию под контроль? Взять Россию под контроль можно единственным способом. Через так называемую гибридную атаку, гибридную войну или, как я говорю, гибридный блицкриг. То есть создать условия, при котором стабильность социально-политическая в стране будет разрушена, и на этом фоне силами пятой колонны снесен действующий президент Путин, который хоть и мягко, но проводил суверенную политику. Вот. И после чего взять Россию с ее ядерным потенциалом, включить в план СИОП, это план ядерного. То есть у нас надежда только одна, что не возьмут президента вместе с его ядерным потенциалом под... Президента и поставят своего. И со своим президентом, с своим ядерным потенциалом, имея 14 тысяч ядерных боеголовок против примерно 500-600, которые имеются у всего остального мира, из этих позиций можно делать все, что угодно с миром. Вот их ставка была. Вот они эту ставку проиграли. Вот они провалились. Константин, но есть другой момент. Да, я все поняла с вашим, то есть с ирано-израильским конфликтом я поняла. Россия на стороне Ирана, давайте подытожим. Да. Значит, Израиль фанатики, я с вами согласна, им нужно снести эту мечеть Аль-Аксу и построить свой третий Иерусалимский храм. Более того, насколько я вижу, что США, Англия и Израиль – это игроки одного поля, я вижу, что это три участника. Абсолютно. Мне непонятно, кто наши союзники, но то, что США, Англия и Израиль действуют в едином поле вместе, это однозначно, абсолютно. Но что касается, вот мы заговорили про пятую колонну, да, я считаю, что пятая колонна делает свое дело, между тем, да, и она уже сделала свое черное дело, она остановила мирное наступление российских войск, превратив мирное проведение специальной военной операции в затяжную войну, и внешне превратив это в ситуацию, когда нельзя уже уйти оттуда, не потеряв лица. И кому мы этим обязаны? Гениальным переговорщикам Абрамовичу, Слуцкому и Мединскому. И все они, кстати, тоже евреи. И вопрос... Славянские солдаты гибнут в результате этих переговоров, а они спокойно избираются в президенты, как Слуцкий, да? И входят в статус все это замечательно, все это очень хорошо и все очень замечательно. Я согласен, все это так хорошо, да. Мы могли, я уже об этом с самого начала говорил, что разгром вооруженных сил Украины, полный разгром, мы могли осуществить еще к маю 2022 года, 2 года тому назад. В этом нет ничего особенного. Я об этом говорил,
что жест доброй воли это был продиктован сугубо политическими вещами. Я скажу больше того, я на всех своих выступлениях говорю, что в специальной военной операции нет военного искусства. Там рафинированная политика. Вот. Поэтому искать логику, военную логику, целесообразность в этой действиях СВО нет никаких оснований. Да нет там никакой логики. Они просто там сделали, они сделали так, Вы меня слышите? в этой войне. Ну, согласитесь. Вы меня слышите, что я говорю? Я говорю, что там нет военной целесообразности, там нет военного искусства, там рафинированная политика. Какая политика? Это другой вопрос. Теперь я задаю простые вопросы. Скажите, пожалуйста, вот возможно ли была Великая Октябрьская социалистическая революция в Российской империи, если бы не было Первой мировой войны? Вы сами на него ответите? Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, нет. Возможно ли была первая русская революция, если бы не было поражения в русско-японской войне? Конечно, нет. Теперь я задаю простой вопрос. Что такое пятая колонна? Что она собой представляет? Это что, три брайжины, которые сидят там в высших эшелонах власти? Нет. Много больше и глубже. Пятая колонна охватывает все слои общества. Она охватывает от самых высших эшелонов до самого простого, простите меня, барыги. И для того, чтобы эту пятую колонну сдвинуть с места, отодвинуть, надо, чтобы народ проснулся. Надо, чтобы народ проснулся. Что будет народ? Что будет народ? Человека спящего будет чашка или холодный душ из воды. А народ будет, к сожалению, только кровь. Это жестоко, но это так. Без крови народ не просыпается. И вот народ начал просыпаться. Народ проснулся. Вы знаете, сколько сейчас людей, которые связаны с СВО и которых СВО затронуло лично и очень серьезно, которые резко политизировались? Да около 15 миллионов человек в России. 20% активного населения. Этого с избытком хватает для того, чтобы произвести социальные преобразования. Без этого ничего сделать нельзя. Главный фронт не в СВО на Украине. Главный фронт в СВО внутри России. Вот внутри России сейчас идет СВО. Это то самое, о чем мы говорили тогда, 2-3 года тому назад, в 2021 году. Вот сейчас те силы, которые способны будут развернуть страну, они уже не выковываются, не просто, они уже выкованы. Это те ребята, которые прошли СВО, которые там находятся на СВО. Тогда, в 1917 году, раскол был по линии нижний чин офицер. Армия рассыпалась. А сейчас раскол идет по другой линии. Намного более выше. Намного более выше, я так скажу. Называя конкретные вещи, потому что это уже не предмет обсуждения. Вот. Ну, вообще, в принципе, можно читать. Он идет по линии полевой генерал, политик. Вот так бы так сказал. И это касается не только генералов, но и производственников. Вот как идет прокол. Борьба идет жестокая. С одной стороны, мы видим, как президент своим указом национализирует огромные отрасли. С другой стороны, вот сейчас только прошла информация в Интерфаксе, что 19 апреля приватизировали Росспиртпром. Это холдинг, который держит 40% производства спирта в России. Это пятая колонна работы. Борьба идет сейчас жесткая. Впереди в России серьезные изменения. Лучший вариант будет, если он пойдет сверху, эти изменения. Пока сейчас я вижу, что идут изменения сверху, это меня радует.
А у меня вопрос, почему вопрос к нашим Но я закончу. дает? Если эти изменения не произойдут сверху, то активизация населения будет продолжаться. И подойдет к другой точке, когда изменения произойдут снизу. Любые социальные преобразования, чтобы они произошли, нужна определенная масса населения, народа, которая готова активно выступить в поддержку этих преобразований. И там всегда имеются две критических точки. Первая критическая точка. Преобразование, вот в данном случае мы говорим, я вообще не вижу никаких. Речь идет об изменении социального порядка в стране, так сформулирую, чтобы меня не называли, так сказать, какими-то другими словами. С национализацией стратегических ресурсов до перехода на рельсы военного социализма. Вот так. Ну, я это не отслеживала, потому что мне кажется, что национализация, вся эта история с национализацией, это все опять очередной пиар, так же, как мы Нет, делаем. это не пиар. Это не пиар. Это реально идет национализация. Вот сейчас только Челябинский электромеханический завод национализировали. Только что сейчас было. Вот. Значит, вопрос упирается в том, что есть первая точка национализации, критическая точка, когда нация готова, основная масса народа готова к тому, чтобы провести преобразование. Есть слой активных этих преобразований сверху. Но если эти преобразования происходят, то наступает вторая точка. В этой точке, когда народ готов произвести эти преобразования по инициативе снизу. Вот когда преобразования были готовы народ совершить по инициативе сверху, это совпало с первой точкой, это получился Иван Грозный, Петр I, там, Сталин. А вот когда эту точку пропустили, вошли во вторую зону, то есть зону, когда народ готов провести преобразование снизу, то это была судьба Николая II. Поэтому в любом случае мы идем по этому. В любом случае выкован слой населения, который страну будет поднимать очень жестко в плане возрождения. В любом случае вся эта вакханалия приватизации и всем остальным, и с этими приватизаторами будет пресечена. Константин, вы нас утешаете, вы нас утешаете. Я не утешаю, я реалист. Я реалист, я наблюдаю за развитием ситуации, я обращаюсь с людьми, вот, общаюсь с людьми, вот, и пока ни о чем, пока еще много о чем нельзя говорить. Вот, все, что я могу сказать. Но я просто хочу сказать, в этом направлении дело идет. Мы можем страдать, рыдать, посыпать голову пеплом, вот, впадать в уныние, вот, говорить, что все очень плохо, но это ничего не изменит. Нужно четко отслеживать ситуацию и четко отслеживать социальные процессы. То, что сейчас украинская специальная военная операция в затянутом варианте ведет страну социальным, скажем мягко так, социальной революцией, это факт. Без социальной революции ничего не получилось бы. Поэтому затяжку специальной операции я приветствую. Потому что если бы она быстро закончилась бы тогда, 22 мая, к маю 22 года, то смею вас заверить, вот этих слоев, о которых я говорю, не было бы. И продолжалось бы разграбление и уничтожение нашей страны приватизатором и всей этой шушерой. Вы хотите сказать, то, что мы там завязли, это нормально? Это полезно для России. Это не нормально, а полезно для России. Я так. Эта польза заключается в том, что... заключается в том, что народ просыпается. Народ просыпается и начинает понимать, кто истинный враг нашей страны. Вот и все. В благополучной стране никаких преобразований не происходит. Ну вот здесь я, наверное, соглашусь с вами. Вот то, что он просыпается и понимает, кто истинный враг, я надеюсь, вот это здесь я соглашусь. И только... это ключевой вопрос. Все остальное чепуха. Все остальное полная чепуха. И эти силы, которые сейчас
такого хорошо организованы, хорошо мотивированы, они уже есть. И они хорошо структурированы. Причем не только военные, но и гражданские. В волонтерской среде. Так что события идут, страна идет на подъем. Сегодня Россию развернуть на 90-й год уже невозможно. В принципе. Вот в 22 году это еще было возможно. А сегодня невозможно. Меня больше беспокоит о том, что там гибнут наши ребята, понимаете? Вот это меня очень беспокоит. На эту тему я могу сказать только то, что я уже сказал. Отдельно взятого спящего человека будет окроплением водой, а спящую нацию будет окроплением кровью. Это закон жизни. А скажите мне, пожалуйста, вот, значит, давайте подытожим все-таки, да, по поводу это самого ирано-израильского конфликта. То есть это не Третья мировая, да? Все-таки это не Третья мировая. Надо четко фиксировать, что войны бывают разного типа, разных формах. Есть классическая война, вот мы знаем Вторую мировую, там, или, вот, скажем, даже специальная военная операция, это имеет все признаки классической войны. А есть гибридные войны. В гибридных войнах классические вооруженные силы играют вспомогательную роль. Главной ударной силой выступают те самые пятые колонны. Так вот, сегодня идет Третья мировая война, ее начальная гибридная фаза. Все признаки Третьей мировой войны налицо. Имеет место, во-первых, столкновение ведущих центров силы. С одной стороны, это Россия, теперь уже Иран. Вот да и Китай, будем говорить откровенно. Он еще... То есть Иран, Россия, Китай – это одна сторона, да? Россия, Иран, Китай, Белоруссия – это одна сторона. С другой стороны, это Объединенный Запад, 54 страны. Вот эти силы сегодня уже столкнулись. Они уже ведут открытую войну, гибридную войну, пока еще в гибридной форме. Но уже на отдельных... Понятно. А Израиль, вот меня интересует Израиль, США и Америка, США и Англия, которые были нашими, между прочим, по войне. Это очень интересная, конечно, тема, но не будем здесь ее открывать, раскрывать. Ну, в Великой войне у нас был США и Англия, наши основные. Нельзя забывать одну маленький нюанс, что антигитлеровская коалиция в виде США и Великобритании, но сначала Великобритания, а потом США, она возникла не на ровном месте, а стала следствием того, что Гитлер, точнее не Гитлер, а Сталин вместе с Гитлером сломали британский сценарий начала войны Гитлера. Ну вот сегодня эта троица меня очень беспокоит. Я имею в виду Англия, Израиль, США. Явно, что это не наши партнеры. Вообще в геополитическом плане. Алло. Ой, слышно? Константин, слышно меня, нет? Так вот, значит, я продолжаю, что план войны Великобритании предполагал, что гитлеровская Германия должна сгореть в войне с Советским Союзом, после чего Франция должна была совместно с Великобританией уничтожить гитлеровскую Германию, сильно ослабленную войной с Советским Союзом, и установить господство на континенте. Сталин, благодаря своей искусной дипломатии, сломал этот сценарий, заключив соответствующий пакт от внимания с гитлеровской Германией. И это позволило гитлеровской Германии сокрушить Францию. Поэтому Британии ничего другого не оставалось, как ориентироваться на Советский Союз как единственное спасение от гитлеровского вторжения.
это было вынужденный шаг. Сегодня, значит, и Великобритания, и США – это единая англосаксонская ось, которая является олицетворением, ну, на нее ориентируются глобальные глобалисты, вот эти транснациональные корпорации, транснациональные элиты, преследуют цель разгрома России еще раз. Так было тогда. Но Украина – это уже не гитлеровская Германия, это один из плацдармов. Главной ударной силой выступает пятая колонна, которая у нас достаточно сильна, поскольку она сумела развалить Советский Союз. И то, что сегодня пятая колонна – это те же самые силы, которые Советский Союз сильно потрепанные в результате целого ряда событий, в том числе и действий президента. Поэтому и тогда, и сейчас, в общем-то, и Запад в лице, в первую очередь, англосаксонской России, были нашими врагами. Просто тогда они были вынуждены нам помогать, чтобы не погибли. Вы знаете, вот это вот понимание Запад, мне кажется, это такое аморфное понимание. Понимаете, Запад. Почему Запад? Есть Америка, Израиль и США. Это самые главные, вот это наши главные враги. Вот, на мой взгляд, жид. А что такое Запад? Ну, кто это? Германия, Италия. Кто этот Запад? Значит, хорошо, будем говорить о том, что такое Запад более детально. Ну, вот что такое Запад? Эти немцы, они сами страдают. Еще 4 минуты говорил, потом бегу. Значит так. Значит, имеются возникшие вышедшие из западных стран глобальные, вненациональные, вненациональные элитные образования, которые в себя включают целый слой, целую группу различных фигур. Это и финансисты, там есть и промышленники, там есть и, значит, дворянство, черная так называемая аристократия, ориентирующаяся на Ватикан. Там и более древние корни, имеющие, в том числе, так сказать, восходящие к Ветхому Завету деятели. Вот. Те самые мистики, которые требуют строительства третьего храма Соломона. Вот. Значит, там есть вот эти силы, которые сегодня ставят в качестве политических своих ставлений лидеров стран западного мира и заставляют их действовать по единому сценарию и плану. Поэтому, когда я говорю про Запад, я имею в виду именно этих сил, а не отдельно взятый Израиль, США или еще что-то. Вот вы говорите о том, что вот Израиль, США и Великобритания действуют как один, так сказать, организм. Да, потому что управление идет от единого центра. Сейчас снизилось управление, например, Германии. Уровень управляемости Германии снизился. Шольц, несмотря ни на что, серьезно озабочен своими перспективами. Вот, потому что у него есть пример своих предков времен Рейха. Что не надо связывать. Главное здесь фигура в мышах все-таки, да? Они, вот понимаете, вот я просто об этом говорю. В мозгах мышах сидит у тех, кто является, я уже сказал. И тот, кто помогает Израилю. Израилю как раз США и Англии помогает. Я еще раз объясняю, что вот Машиах сидит в мозгах у тех мистиков, которые находятся на самом верху, для которых что США, что Великобритания, что Израиль, что Германия, это просто точки на карте, которые плацдармы, которыми они управляют. Израиль для них критическая точка с мистической точки зрения. Потому что там есть стена плача. Она же фундамент второго храма Соломона, разрушенного в 70-м году нашей эры, почти 2000 лет назад. Римляном, с императором Веспасианом, тогда еще полководцем Веспасианом. Вот. И они там хотят восстановить свой храм. Это они это проводят, мистическую политику. Инструментом этих глобалистов является Нетаньяху, который сидит в Израиле, такой же религиозный фанатик, хабадник. Вот глобалисты – это сионисты? Почему сионисты только? Там разная публика.
вы тоже как-то странно рассуждаете. Одни сплошные сионисты. Конечно, сионисты являются одним из важнейших идеологических столпов вот этого вот всего. Вот. Но там есть другие люди, Наш же Сталин, помните, которые не предупреждал. придерживаются вообще никаких религиозных взглядов, например. Там есть люди, которые придерживаются, скажем так, еретической версии христианства, известной под названием католичество. Это черная аристократия. Там люди, которые придерживаются еще более еретической форме христианства, которое уже христианство назвать нельзя. Это, значит, это самое, протестанты. Там есть люди, которые придерживаются открыто сатанинской церкви. Они тоже там есть. Это разношерстная публика. Надо понимать. Ядром, судя по всему, является все-таки сионизм. Как течение теории. Но там разная публика. Но ядром является сионизм. Ядром, да, является сионизм. Ну и опять же, сионизм. Сионизм – это новое течение, это новое явление. Там более древние вещи есть, вот, которые просто, исходя из которых как раз и идет вот это вот убеждение в том, что Машиах спасет вот эту глобальную элиту, которая обеспечит их власть над миром. Это ж с каких времен-то идет? Ну, когда говорили про Антихриста? Еще вон Иоанн Богослов. Поэтому, что вы говорите? Машиах оттуда идет, по глубокой древности. И сейчас реально сложились обстоятельства уникальные, когда это становится возможным, вот установление вот такого господства над миром. Поэтому давайте завершать. Мне просто уже надо. Мы уже говорим больше часа. Или почти час. Вот, поэтому... Да. Напоследок вот такой вопрос. Помните, мы все-таки с вами обсуждали вот эту картину, ну не картину, а баннер «Комбат», который был вывесен 9 мая в 2020 году. На мой взгляд, конечно, этот баннер означал, как я сегодня вижу, начало такой спланированной крупномасштабного плана наступлений, вот именно глобалистами, сионистами по разрушению, захвату нашей власти. Вот после этого баннера как раз началось все, если можно, вот вы видите это фото на экране. Так вот, значит, я на эту тему могу сказать только одно. Не с этого баннера все началось, это смешные разговоры, конечно. Вот. Все началось значительно раньше. Вот. Началось все еще с того момента, когда состоялась мюнхенская речь президента Путина, и стало понятно, что Путин выше контроля глобалистов. Поэтому вот мне сегодня говорят, почему я сейчас вроде как изменил чему-то. Нет, ничего не изменил. Я остался убежденным сторонником социализма. Я представляю себе, что страна, может быть, наша будет только социалистической, но я человек военный и конкретный. И всегда задаю вопрос, как? Сегодня я вижу, что президент Путин поставил страну на курс возрождения. Это реально. Свернуть с этого курса он уже не сможет, просто потому, что уже сформировалось тот слой населения, который этого не допустит. А раз так, то мы идем этим путем. Больше того, ему невозможно сменить этот курс просто хотя бы потому, что в другом варианте развития страны его физически уберут. Поэтому я сторонник президента 100% того курса, который он ведет. Дальше, как будет развиваться ситуация, я могу сказать только одно. У него сейчас есть возможность стать новым Петром I, Сталиным, Иваном Грозным, кому как нравится, или Александром III. Хватит ли ему на это дух? Не знаю. Но это зависит уже от личных качеств человека. Хватит ему его возможностей, чтобы создать соответствующую базу и решимости создать эту базу, расправиться с пятой колонной? Надеюсь, хватит. Потому что если этого не будет, то все произойдет все равно. Пятые колонны разберутся и снесут. Но просто это будет выглядеть несколько по-другому. Это будет выглядеть несколько по-другому. Вот это не будет революции 17 года, это будет выглядеть более коротко, более организованно и намного более кроваво по отношению к пятой колонне. Вот и все. Поэтому хотелось бы, чтобы все обошлось
Вот так. Я не являюсь ни организатором чего-либо, ни сторонником, вернее, не организатором каких-либо действий. Я просто аналитик, который констатирует развитие ситуации. И в этом качестве я, безусловно, поддерживаю тот курс, который ведет к возрождению страны и разгрому пятого колонны. Если этот курс осуществляется президентом Российской Федерации Путиным, я его поддерживаю. Вот мои последние слова. А что касается того, что какой-то там баннер где-то чего-то кто-то там вывесил, все началось. Просто дело, что вы слушали мой вопрос, Константин. Тут месяц назад перед праздником Пурим и трагедией в Крокус-Сити тоже был рекламный баннер повешен. И там был Иисус Пантократ. Но вы на него, конечно, не обратили внимания, и, к сожалению, у вас на сегодняшний день не хватает времени поговорить об этом. Поэтому... Значит, я скажу только одно, что, естественно, еще раз подчеркиваю, все эта публика, которая инициирует теракты, а теракты инициируются в конечном итоге, конечным заказчиком этих терактов являются именно вот эти глобалисты, вот, и учитывая их мистический настрой, они, конечно же, стараются все эти вещи, так сказать, подгонять под определенные религиозные праздники и под определенные, так сказать, исторические моменты. Это очень хорошо видно. Действительно подгоняются. И ушки Амана прямо на Пурим. Ну, как иначе? Ну, да. Единственное, что я могу сказать, что вот эти вопли, они как раз свидетельствуют о панике и слабости. По той простой причине, что если бы они были уверены в своей победе и шли, так сказать, вперед, то им, наоборот, надо свои планы было бы скрывать. Потому что, ну, раскрывать свои взгляды – это дискредитирование. Это просто мы уже начинаем замечать это, понимаете? Вот замечаем уже это. Светлана, я ушел. Все, меня сейчас уже не могу. Всего хорошего, до свидания. Давайте, спасибо большое. Всего доброго, пока. Всего хорошего. Ну вот, дорогие друзья, у нас в гостях был Константин Сивков. Я очень была рада с ним встретиться. Вот, некоторые мои взгляды и Константин подтвердил, некоторые не подтвердил, может быть, не хватило времени, может быть, не захотела об этом говорить. Ну и, конечно, времени не хватило. Что касается, я не просто так сказала, ну, доскажу немножко о том баннере, который висел, и который, еще раз хочу, чтобы вы вывели его на экран, который мы обсуждали в 2021 году. Дело в том, что на этом баннере был изображен комбат, который зовет, ну, как бы в бой своих. Но точки удара были Минск и Москва. После этого, этого баннера, который висел везде, по всей Московской области и Москве, ну, буквально через полгода началась эта заваруха в Минске, в Белоруссии по свержению Лукашенко. Ну, а после Белоруссии началась история наша с Украиной. Ну, кстати говоря, была интересная история. В том же году в журнале «Экономист», мы ее тоже обсуждали, Трамп, значит, было написано «Трамп на выход, Россия на войну». И в 22 году, это было в 2020 году, в 22 году начинается СВО. Значит, что касается, почему я этот вопрос подняла и задала, буквально накануне Пурима, значит, трагедии в Крокус-Сити, отрезанных ушей Амана и так далее и тому подобное, я ехала в машине и увидела Иисуса Пантократа, или Спаса Вседержителя, о котором вот я давала рекламу, о том, что завтра, кстати говоря, кому это интересно, я буду разбирать, что не так с иконой Спаса Вседержителя. Мне бросились в глаза, знаете, один его глаз, он был больше другого. И сегодня я понимаю, что изображение Спаса
Вседержителя, ровно как и баннер с комбатом в 2020 году, был развешен не случайно у нас в Москве. Вот. Это пятая колонна, на мой взгляд, пятая колонна дает сигналы своим. Об этом, ну вот, что в этом спасе содержителе не так, ой, вседержителе не так, что это за глаз такой, да, Иисуса, как его называют, Пантократа, я расскажу вам завтра в 18 часов на стриме в Бусти. Кому это интересно, пожалуйста, присоединяйтесь. Я сказала, что стрим будет только буквально доступен 3 дня по базовой подписке, потом он уйдет в премиум подписку. Дело в том, что догадка, которая меня посетила, и анализ текстов описанных меня ошеломил. Я имею в виду о спасе вседержителя. В буквальном смысле ошеломил, поэтому я опять, не я, как это, веду журналистское расследование, а журналистское расследование меня ведет, и поэтому мне приходится вот перепрыгивать украинскую тему, немножечко подзадвинуть, но это все настолько связано с сегодняшними событиями, что ну, я не могу не остановиться на этом. И ваше мне, причем все мы ходим в церковь, все мы знаем эту икону, и поэтому я считаю, что обязательно нужно об этом поговорить. Ну, Константину большое спасибо, что он пришел. На мой взгляд, как он сказал, сионисты – это главные глобализаторы, так сказать. Ну, а что вы думаете, пишите. Всегда рада вашим адекватным комментариям. Ну что, всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Так, ну, отвечу немножко на ваши вопросы, смотрю, появляется, кстати говоря, после последнего нашего стрима. Была настолько опустошена, вот 2 или 3 дня, буквально, вот, вы знаете, такое ощущение, что прям умерла, ебу. Восстанавливалась дня 2. Я не знаю, что это была за энергетика. По поводу иконы семистрельной, это тоже ошеломительное просто. Это продолжение просто вот моей, я писала уже на прошлой неделе, значит, вот этой истории возмездия Хануки, истории про Ивана Грозного. И когда я уже перешла на семистрельную икону, поняв, кто ее автор, я ее детально просто разложила на атомы, всю эту историю, я тоже пришла к ошеломляющим выводам. Но просто, понимаете, я одна, и у меня нет готовых текстов. Вот некоторые говорят, некоторые пишут мне, а вот Вадим Шигалов и так далее и тому подобное, а он вот так-то делает. Ну, послушайте, не сравнивайте меня, пожалуйста, ни с кем, я вас умоляю. То, что Вадим Шигалов, он пользуется информацией, которая есть в интернете. Просто он ее отыскивает, такую какую-то очень интересную информацию, с вами делится. Я создаю заново новый материал. Понимаете? Это совершенно новый материал, который нужно написать. На это нужно время. Я не могу вам их шпарить через каждые 2 или 3 дня. Так, а вот Димон, я его опять вижу. Светлана, предлагаю поговорить о моем пиджаке. Замечательно. О пиджаке будем разговаривать. Вот. Не знаю, кому там понравился, кому не понравилось, может быть, встреча. Конечно, на мой взгляд, опять-таки, вот разговоры про Запад, ну, что-то это очень аморфное, причем я по-другому уже смотрю на ситуацию, в том числе и на Запад. Мы тоже будем это разбирать, но
но не прямо сейчас. Вот еще вопрос. Светлана, я захлеб вас везде и всегда слушаю, смотрю. Скажите, где эти ролики? Эти ролики еще пока не вышли, Ольга. Вы имеете в виду, я дала анонс, потому что я уже провела анализ, я их собрала, но ну, подождите, давайте сначала разберем вот эту завтра на стриме икону Спаса Вседержителя, потому что это важно, на мой взгляд, понимание в 18 часов. В мае где-то, наверное, я выложу вот эти два ролика. Я не знаю, будет ли это запись, либо это будет уже в стриме. Я буду вам просто рассказывать, потому что, к сожалению, записывать ролик, это потребуется еще целую неделю, и мне это очень выматывает нервы. Вот. Вам понравилось, кому-то понравилось. Очень жду ваших выпусков об иконах. Да, Оля, вы меня услышали. Так что не переживайте. Я даю абсолютно всегда, я просто даю заранее, ну, начала давать несколько, ну, как анонс, да, вы же идете в кино. Перед тем, как вы идете в кино, вам дают, есть афиша, о чем будет идти речь. Вот. Ну, все, наверное, я ответила на ваши вопросы. Вы почему-то мне вопросы задаете всегда после стримов. А на стримах вы мне задаете какие-то странные вопросы, на которых я должна вам отвечать. Ну что, я с вами прощаюсь. Кто завтра ко мне придет на стрим по поводу Спаса Вседержителя, завтра тоже, кстати, будет интересный гость. Мы увидимся завтра. Ну, а что будет у нас на следующей неделе, я еще пока не знаю. Как только узнаю о своих планах, потому что не могу переключиться, я вам буду сообщать. Так что смотрите мои новые, ну, предупреждения вам, сообщения. Поэтому вам большое сердце от меня. Всего доброго. Спасибо Константину. Мы услышали его позицию. Вот. Ну и всем добра. Пока-пока. Отключаемся.